Привет, котята! Клюв на связи. Наконец-то я добил то, к чему шел так долго, поэтому у меня появилось время заняться другими делами. Так, стоп, в смысле уже сентябрь? Бля! В последнее время я очень сильно угорел по такой вещи, как игры жанра Рогалик. Что за несусветное Айзек, Некроданси, Рогу Легаси, вот эта хуйня, блять, вот это тоже. Так что да, в последнее время я полюбил подобные игры, но я расскажу про мою самую любимую, после тебя, конечно, игру этого жанра под названием Gunfire Reborn. Gunfire Reborn — игра, создана китайской компанией Douyi Games, основанной в 2006 году, которая за время своего существования сделала довольно много игр как на ПК, так и на мобилке. Но чьи-то они про одну из них мы не знаем, да? Gunfire имеет при себе 94% положительных отзывов, что довольно дохрена и вполне заслуженно. Итак, сюжет данной игры нам повествует о том, что зло пришло из ней, ну и хуйня, если геймплей. Итак, у вас есть персонаж, их всего 6, и про каждого из них... Не, ну серьезно, кому не насрать на сюжет? И про каждого из них я расскажу чуть позже. У него есть ульта, которая, как правило, регенится со временем, и активка, заряды которой лутаются с рогов или ломаемых объектов, типа вас или кувшинов. Игра разделена на локации с разными комнатами. В комнатах спавнятся враги, и пока ты не убьешь их всех, не пройдешь дальше. Убивать врагов нам поможет оружие, которое иногда дропается с врагов, сундуков или покупается у торговца. Про него поподробнее расскажу чуть позже. Комнаты спавнятся в разном порядке, но сами комнаты рандомно не генерируются. Итак, локации. У нас есть первая локация — склеп. Враги тут подходящие, похожи в основном на ожившие статуи каких-то мужиков. В целом, она выглядит приятно, и даже спустя 50 наигранных часов мне не надоело. В ней есть всего 5 условных этажей по несколько комнат. Вторая локация, как по мне, самая унылая, это пустыня. Ну серьезно, кому вообще нравится пустыня? Враги тут соответствующие, похожие на типичных обитателей пустыни. Тоже 4 этажа, но и комнат побольше, и эта прогрессия продолжится на следующих 2 локах, а именно в китайском поселке, лучшей локации в игре, как по мне, уж очень мне напомнившие очень слёвую игру моей младшей школы под названием Мини-ниндзя, где 3 этажа, но довольно много комнат. И последняя на данный момент локация, открываемая только со 2-го уровня сложности, которая представляет собой снежные горы, где 2 основных этажа, но сами они очень продолжительные. В конце каждой локи есть босс, который подходит локации по стилю. Итак, я рассказал про локации, но кое-что их наполнение, ну, помимо врагов, конечно же. В одной из комнат любого этажа есть сокровищница, которая выйдет как светящийся разлом в стене, в которую нужно выстрелить, и вам откроется доступ в комнату с каким-нибудь испытанием. Испытания зачастую довольно тривиальные, по типу убить их врагов с каким-то условием, например, они взрываются, убить их врагов, а затем мини-босса, но бывают и довольно редкие, как защитить куб, пока не разъебали, паркурный сегмент, или убить убегающего от тебя моба, пока не стекло время, и тебе в этот момент мешают. Лутается с этих сокровищниц, но на самом деле не только с них, а еще с торговца боссов и элитных врагов, свитки. Что это такое? Свитки — это те же артефакты из Айзека. Первая покупка у торговца бесплатная, возможно сделать 3 дэша, плюс 120% урона от навыков, что вообще-то до хрена. Плюс 50% урона в воздухе, и это только очень начало. С каждым обновлением в игру завозят их все больше и больше, и сейчас в игре их уже больше 150. В конце каждого этажа с боссов и иногда с мини-боссов дропаются золотые кубки. При их подборе ты должен выбрать один из 3 перков. У каждого персонажа их 18, и у каждого персонажа набор перков свой. Ну и конечно существуют как и довольно мусорные перки, так и крайне полезные. Персонажи. Наверное, самая интересная часть этой игры. На данный момент их 6, и каждый со своей ультой и активкой. В первой очереди у нас наследный принц, мой любимый по внешности персонаж, 4-я вайфу, завоевавший мою душу и сердечко кошак, укравший мою гетеросексуальность. Пиздец. Ультой данного персонажа есть фазлок, который я где-то уже видел, позволяющий задержать врагов и спасти свою жопу в трудных моментах. А активка является коррозийной гранатой, которую я не использовал, потому что я постоянно, забываю про гранаты в играх. Привет, это Клюв-монтажер, он будет появляться, дабы дополнить или исправить сценарий. В общем-то, я недавно поиграл за принца, и что я могу сказать? Это самая настоящая машина для убийств, и да, про гранаты я больше не забываю. Имеет отличные бафы на любой стихийный урон, будь то огонь, который сильнее дамажит по врагам без брони, коррозия, которая имеет буст урону по броне, это есть что желтая полоска, или молния, которая дамажит по щитам, это голубая полоска. Второй персонаж в игре — пес по имени Аобай. В ульте у него стрельба с двух лап, где я мог отлично бафается на эту самую стрельбу с двух лап при
правильной прокачки может хоть весь уровень пробежать, не отключая ульту. А активка — это импакты и сиджа, которые кидаются в врагов и наносят им урон. Честно, я очень мало за него играл, потому что третий по списку, первый лично для меня в геймплейном плане персонаж. Именно он изображен на аватарке этого канала, занявший место в моем сердечке сразу после принца. Цин Янь. Этот пиздюк стал моим любимым не только из-за своего биологического класса, а и из-за довольно веселого геймплея. Как уже могли понять, ультой является лип, и помимо понятного нанесения урона, он также позволяет регенить броню. Это снова я. Суть в том, что этот персонаж единственный с броней вместо щита, что не позволяет ей регениться самой, в отличие от всех других персонажей. И сейчас увидимся. А активка — это удар крылом, который бывает полезен при убийстве большого количества мелких врагов. Но сам Цин Янь играет в основном через дробовики. А дробовики — это весело. Четвертый персонаж — это еще один кот, только теперь жирный, по имени Лейло, имеющий ульту, который баффает его урон, а также скорость. И это из самых прикольных активок. Цепную молнию, которая, как можно понять, если ваш IQ больше 5, перескакивает с одного врага на другого. Играется через снайперки, имеет бафы на снайперки. Чисто, как по мне, довольно скучный персонаж, потому что ты постоянно держишься вдали от врагов. Да я скорее предпочту поиграть за птицу или следующих двух. Пятый. Единственный женский персонаж в игре, и мой второй любимый после птица, Кролл по имени Тао. Вот тут уже поинтересней. Ульты, во время которой она пускает кучу мечей, довольно быстрый откат, однако сила этой ульты заряжается от каждого потраченного снаряда. И, допустим, за один выстрел из местного УЗИ и из ракетницы дают одинаковое количество заряда к ульте. А чем можно сделать вывод, что на ней надо играть через очень скорострельное оружие. И чем больше заряд ульты, тем больше мечей она выпустит. А затем идет небольшое КД, про которое я уже сказал чуть раньше, и во время которого не получится набирать заряд заново. Знаете, я только на этапе монтажа понял, что мне это напоминает. Активка же является так называемый парящий бутон, который можно наносить сплэш-урон даже на довольно дальнем расстоянии, а с прокачкой накладывать негативные эффекты. Шестой персонаж — это черепаха по имени Цяньсу. Ну что же, черепаха — это та же птица, только на спидах. Как же это, блять, странно прозвучало. Итак, ульта — это щит, который неожиданно блочит входящий урон. Во время действия ульты рывок длиннее раза в 4 и наносит урон при столкновении с врагами. Также во время нее вы можете использовать только активное умение, которое представляет собой довольно мощный удар кулаком. Также у него есть уровень так называемого намерения, которое увеличивается за скорость перемещения и дает дополнительный буст к урону в миле и дополнительные приколы при прокачке. Собственно, почему черепаха — это птица на спидах? Пиздец, как странно. А потому что рывок можно использовать несколько раз в ульту, и ты всех бьешь кулаком, и это прикольно. Блять. Тут должна была начаться следующая часть видео, где я бы рассказал про все остальное, но пока у меня эта часть сценария валялась недописанной на протяжении месяца-полтора, вышла платная DLC, и мне есть что о нем рассказать. Итак, Лисица с Рул 34, с именем когда-то моего любимого персонажа из Наруто. Персонаж — огонь. Ну, во всех смыслах. Играет исключительно через огненную стихию, из-за чего спектр оружия крайне ограничен, однако теперь это мой новый фаворит. Ульта у нее заряжается как и от времени, так и при убийствах, и применять ее можно в любой момент. От этого, естественно, зависит урон, но максимум потратится 2 деления. Активка же небольшой метеорит, который я использую во время паники. Я поиграл за нее чуть побольше, и я понял, что метеорит неплохо набивание ульты, но и нанесение небольшого такого количества урона. В целом, персонаж мне очень сильно понравился за свой геймплей, уникальность, озвучку, внутренний мир. Наконец-то мы покончили с персонажами, и теперь перейдем к прокачке. Прокачка в игре сделана следующим образом. При убийстве мобов и боссов с них падает валюта, называемая экстрактом души. После забега ее можно потратить на прокачку, где есть несколько ветвей общих навыков для всех персонажей, а также по 5 отдельных навыков для каждого персонажа. Больше мне нечего сказать. Насчет по сложности. Всего в игре 4 уровня сложности, ну или чуть больше. Первый — это Normal, самая простая сложность, в которой нет ничего необычного. Вторая — Эксперт. Вот тут уже поинтереснее. Начиная с Эксперта, и чем дальше, тем больше в обычных комнатах будет ловушек. Также будет больше врагов с особыми модификаторами. Например, у него будет гораздо больше брони, но только 1 хп. Или после нанесения смертельного урона по врагу, он будет жить, пока не течет его таймер. И так далее. Третья сложность — Кошмар. Это тоже Эксперт, но посложнее. И последняя сложность — Реинкарнация. Вот это уже поинтереснее. В начале каждой новой локации появляется духовный наставник, у которого за экстракт души можно купить один из 3 апгрейдов на персонажа. Иногда на уровнях будет появляться призрачный торговец, который за экстракт души продает 3 улучшенных оружия и 1 улучшенный оккультный свиток. Если что, всего реинкарнаций в игре 8. То есть при прохождении реинкарнации 1, тебе открывается реинкарнация 2, которая, по сути, то же самое, но чуть-чуть
посложнее. И знаете, наверное, я должен был это рассказать еще в тот момент, когда рассказывал про кота, но мне похуй. Помимо основных 3 стихий, а именно огня, коррозии и молний, в игре также есть их слияние. Ну, вот, например, если навесить на одного врага огонь и шок, то можно на него скастуется Блять, кто это писал, блять? Ну, вот, например, если навесить одного врага огонь и шок, то скастуется манипуляция. Ну, и как вы можете понять по названию, враги под этим эффектом будут атаковать друг друга. Шок и разложение даст миазмы, которые наносят дополнительный урон процента максимального здоровья врага. Но если совместить огонь и разложение, то получится взрыв, который наносит 200% урона по площади. На самом деле, что про сложности, что про стихии, я вычитал из гайда со Стима, ссылку на который я ставлю в описании. Наконец-таки мы поговорим про оружие в ГФР. В плане разнообразия оно получилось на славу. Я бы сказал, что тут вообще нет неинтересного оружия. И чего-то только нет. Но кино ПП, с которого можно стрелять и обычно, и как гранатомет. Пожалуйста, лук, который прикрыт попадание, создает осколки ранящих врагов поблизости. Одна пушка марки TDR, кто понял, тот понял. Перчатки Тони Срака, мечи, 3 разных вида куная, поэтому на каждой стихии копье, аниме, также милые зверьки с крайне интересной анимацией перезарядки. Не так много оружия. Все оно интересное, но в его баланс, к сожалению, не получилось. Например, в игре есть миниган. Самый дефолтный миниган с раскруткой, большим разбросом, долгой перезарядкой, низким уроном и который тебя очень сильно замедляет. И теперь мы меняем его на эту машину для убийств с огромным уроном, абсолютно без разброса после низких выстрелов, так еще и с возможностью увеличить свой ДПС еще в 2 раза. А все это мне умение талисмана наносить урон ходят легенды, хотя это оружие очень красивое. Или кто будет рассматривать дикую охоту, когда у него есть иллюзия? Да, мне не нравится дикая охота, вопросы. Ну и бешеная акула. Бешеная акула это... Бешеная акула. Да. Поговорим про саундтрек этой игры. Он довольно хороший. Ладно, на самом деле, это есть довольно отличная главная тема. И по одному довольно среднему треку на каждую локацию, которая неплохо работает на ее атмосферу, но довольно-таки себе, если слушать их по отдельности. К моему пока что 50-му часу игры мне лос немного приелся, так что я играл под любимые песни группы Мираж. Локализация. Моя любимая тема со времен 2019 года. С Devil May Cry 5 с его бичами дьявола. И в Resident Evil 2 с его фильмом, в котором, блять, содержатся ебучие доказательства, а не пропустите, блять. Локализация в этой игре сосет. Неправильный перевод некоторых пушек. Так, например, снайперка проникающее пламя стала эффектом Гало. Crimson Fire Scale стал розовыми щечками. А огненная башня стала закатом бессмертия. Хотя ладно, тут звучит прикольно. Но персонажи! Я не знаю, какой долбоёб додумался перевести именно собственное с китайского на русский, но вот что мы имеем в итоге. Наследный принц так и остался наследным принцем. Перевод с английского было сложно запороть, это, если что, единственный персонаж, у которого имя написано на английском. А так Апил Саубай стал внезапно мастифом. Циньян стал ласточкой, почему бы и нет. Лейло теперь громобой. Сяньсуй стал тысячелетним. Видать, если он черепаха, значит, имя ему подходит. Ну и моя любимая. Тао перевели как персик. Причем даже в ачивке, где надо за него пройти забег. А если что, такая ачивка называется как победа и имя персонажа. В этой ачивке оставили вариант с Тао. Но описание при этом написали персик. Так что мне кажется, что даже сами локализаторы не до конца поняли, какую хуйню не творят. А ведь про это даже еще Сэндук говорил и пил в 16 году. DLC на момент написания сценария еще не перевели. Хотя тут, блять, будет сложно запороть 2 буквы, не перевести, это будет пизда. И, кстати, по поводу реинкарнации. Ну, та, которая сложность. В переводе она называется Возрождением. Нахуй китайскую мифологию. Вот что хотят сказать локализаторы. Ну, на сим все. Подписывайтесь на мой телеграм и твич канал. Стримов там пока что нету, потому что... Сука. Ну что по поводу Gunfire Reborn? Gunfire Reborn это действительно отличная игра. Как я говорил, это мой самый любимый рогалик после Айзека. Ну и что еще говорить, ну... Хуй!